начале фильма «Чужой» 1979 года на руке одного из героев мы видим необычные часы. Позже точно такие же замечаем на руке главной героини, которую играет Сигурни Уивер. Создатели картины придумали футуристичный браслет, на котором прикреплены сразу две модели часов Casio F100. Часы очень похожи на одну из приборных панелей космического корабля Ностромо и на то время являются весьма технологичным девайсом. В наши дни Casio создает несколько моделей в дань уважения к этим часам. Приветствую всех любителей часов на моем канале. В этом ролике обзор часов Casio из коллекции Vintage Edge. Расскажу о характеристиках, разберем функции и настройки. Сегодня я вновь взял в руки коробочку с винтажным кварцем от бренда Casio, и у меня возник вопрос, а почему люди любят винтажный стиль? Почему так много винтажного дизайна в наши дни? Тем более удивительно в эпоху расцвета гаджетов. Возможно, я уже старый, и когда надеваю на руку подобные часы, испытываю теплую ностальгию по временам моей молодости. И от этой связи с прошлым происходит некое обновление. Появляются силы, и жизнь играет новыми красками. С другой стороны, некоторые молодые ребята, когда они жили в те времена, но все равно любят 8-битную стилистику, понимают легендарность Тетриса и принимают эту эстетику. Ведь все цифровое многообразие так или иначе имеет вот такие истоки. Коробочка у нас вот такая. Приятная на ощупь. Внутри видим гарантию с печатью. Здесь у нас мануал на разных языках. Русского языка нет. В самом начале у нас инструкция на английском языке. Если знаете язык, то, пожалуйста, можете воспользоваться. Если не знаете, то можете посмотреть мой ролик. Я обязательно расскажу обо всех настройках этих часов. Номер модуля 3503. А референс самих часов, которые у нас на обзоре, вот такой. A100WE7BDF. Так, отложим все в сторону. Часы у нас вот на черной подушечке. В фирменном пакетике. Итак, сразу же бросается в глаза, что кнопки у нас находятся не по бокам, как это обычно, а прямо спереди корпуса. Экран у нас черный с белыми цифрами. Браслет вот такой вот винтажный, очень красиво переливается на свету. Застежку у нас можно отрегулировать на любой размер запястья для комфортного ношения. Так, давайте посмотрим, что там с другой стороны браслета. Ну, да, это обычный штампованный браслет. А с этой стороны прям такой винтажный дух. Браслет из нержавеющей стали. Корпус здесь пластиковый, который покрыт покрытием под металл. Также существует модель, которая в разы дороже и у которой корпус из нержавеющей стали, а также минеральное стекло. Здесь же стоит акриловое стекло. Ну, есть ли смысл покупать те часы, которые дороже, я не знаю, потому что данная моделька, она всегда позиционировалась как бюджетная, народная, а те часы, получается, стоят около 20 тысяч, а эти 4,5. То есть разница из-за стального корпуса довольно-таки большая, я считаю, нецелесообразная. На моей руке в обхвате 18 сантиметров часы выглядят так. Браслет очень красиво переливается на свету. И сейчас расскажу, какие здесь есть функции. Здесь есть отображение дня, недели и даты, будильник и секундомер. В принципе, для повседневного ношения самые нужные функции здесь присутствуют. А также здесь есть подсветка. Подсветка довольно-таки хорошая. Сейчас продемонстрирую. Дорогие друзья, на моем телеграм-канале ссылки с интересными статьями, опросы и конкурсы.
В группе ВК много полезной информации про часы, а на Дзен-канале, кроме видео, я выкладываю свои статьи. Выбирайте удобную для вас площадку и подписывайтесь, буду признателен. Все ссылки в описании. Подсветка у нас включается вот этой вот кнопкой. Цифры светятся оранжевым светом пару секунд. Ночью очень хорошо видно. Также здесь есть функция отображения дня недели, даты и месяца. Зажимаем вот эту кнопку и видим, что у нас первый месяц, 19 число и день недели четверг. Отпускаем кнопку и возвращаемся обратно в исчисление времени. Итак, теперь о настройках. Назовем эту клавишу А, эту Б, эту С, а эту Д. Нажимая клавишу С, мы переходим в настройки будильника. Нажимаем еще раз. Переходим в секундомер. Нажимаем еще раз. Переходим в настройку времени. Итак, начнем с настройки времени. Перейдя в настройку времени, нажимаем кнопку А. Мы, получается, настраиваем сейчас час с помощью кнопки D. Нажав ее, мы настраиваем час. Если ее зажать, то цифры будут быстрее бежать. Сразу обратите внимание, что в левом верхнем углу у нас есть индикатор до полудня и после полудня. Но здесь только горит индикатор после полудня. Буква P, как видите. Когда она не горит, это значит до полудня. То есть буквы А тут не будет. Тут просто будет пустое место. Пустое место это значит, что у вас время показывает до полудня. А P после полудня. Особенно обратите на это внимание, когда будете настраивать будильник. Так, ну, так настраивается час. Нажимаем снова А. Идет настройка минуты. Нажимаем снова А. Настройка номера месяца с помощью кнопки D. Далее нажимаем А. Идет настройка числа. С помощью кнопки D настраиваем. Еще раз нажимаем. Можно настроить день недели. То есть пятница, суббота, воскресенье. Нажимаем еще раз на C и возвращаемся к исходному времени. Так, теперь настройка будильника. Нажимаем кнопку D. И мы видим, что у нас тут были какие-то обозначения, и они исчезли. Вот смотрите внимательно. Вот так появляется вот такое вот обозначение в виде черточек. Это значит, что у нас будильник функционирует. Нажимаем еще раз. Тут появляется такой колокольчик. Это означает, что работает почасовой сигнал. Еще раз нажимаем. У нас работает и будильник, и почасовой сигнал. Еще раз нажимаем. Не работает будильник и не работает почасовой сигнал. Нажимаем еще раз. Работает будильник. То есть принцип понятен. Все с помощью кнопки D мы включаем, выключаем вот эти функции будильника и почасового сигнала. Чтобы настроить будильник, все как и в настройках времени, то есть нажимаем А, потом нажимаем D. Когда нам нужно минуту, нажимаем снова А, нажимаем D, устанавливаем ту минуту, которая нам нужна. Когда все настроено и вот эти вот черточки горят у нас, сбрасываем все обратно в исходное время и видим, здесь черточки горят, значит будильник у нас работает. И обращаем внимание, сейчас у нас после полудня, а когда мы настраивали будильник, здесь ничего нет. Это означает, что до полудня, то есть правильно, это 5 утра, 4 минуты. У нас заработает будильник в это время. Так, далее секундомер. Тут все очень просто. Клавишу D нажимаем, секундомер у нас пошел. Еще раз нажимаем, останавливаем его. Еще раз нажимаем, возобновляем. Останавливаем. Чтобы сбросить, нажимаем А. Все очень просто. В принципе, все настройки я вам сейчас рассказал.
Ничего сложного нет. Если вдруг что-то запутались, пишите в комментариях, я вам объясню. Благодарю всех за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а я в свою очередь расскажу вам о других часах. До новых встреч, всем добра!